Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Наверняка вы знаете, что периодически я заказываю какие-нибудь товары для маникюра на сайте AliExpress. В этот раз мое внимание привлек товар для моделирования ногтей, похожий на стекловолокно, только переплетенный, такой некий шелк для наращивания, но в шаблонах с миндалевидной формы. Такого я еще не видела, не использовала, поэтому предлагаю вместе с вами протестировать материал и посмотреть, что у нас из этого получится. Перед наращиванием подготовим ногти, выполним маникюр, нанесем все необходимые препараты и базовое покрытие. Алмазной насадкой счищаю птериги с ногтевой пластины. Здесь кутикула не особо разросшаяся, но птериги очень много, поэтому необходимо его тщательно проработать. Приподнимаю юбочку кутикулы. Перед тем, как сошлифовать кутикулу, предварительно по поверхности прохожусь пилкой для того, чтобы подготовить ногти в одном направлении, слева направо. Использую мягкий абразив 180-240 грит. Так как длины у меня здесь нету, просто подправляю ее пилкой. И сошлифую ее при помощи алмазного шарика с красной насечкой диаметром 0,31. Аппаратный маникюр по желанию вы можете завершить при помощи силикон-карбидного шлифовщика на этом этапе, либо это сделать после моделирования, для того, чтобы не размокрить кутикулу. Обезжириваю ногтевую пластину, наношу дополнительно дегидратор подсушивающий и бескислотный праймер для лучшей сцепки. В этот раз я решила одновременно делать две руки, хотя обычно видео записываю по одной. Хочу посмотреть, насколько быстро у меня получится смоделировать ногти при помощи такого нетканого материала. Наношу тонким слоем, втирающим движениями базовый гель. Отправляю на просушку в лампу. Вот таким образом выглядит материал в закрытой упаковке. В этой пачке материал нарезан небольшими фрагментами, достаточно мягкий материал, я его уже успела потрогать, немножко он колется, но нет такого неприятного ощущения, например, как бывает после работы с обычным стекловолокном. И самое интересное, что меня больше всего заинтересовало, это вот такие вот кусочки. Это говорит о том, что мне не придется долго опиливать ногти, очень интересно попробовать этот материал. И эта штучка в комплекте очень даже кстати, удобно приложить на ноготок и определить нужный размер стекловолокна, не отделяя каждый фрагмент ноготка и прикладывая его на ноготь модели. Ногти же ведь у нас не плоские, а имеют арку, и этот трафарет я могу согнуть, повторяя форму натурального ногтя. Материал достаточно мягкий, интересно, как с ним получится наращивание. Сейчас я вместе с вами буду первый раз его выполнять, до этого я не работала с таким материалом. На ногти наношу моделирующий прозрачный гель. Хоть я и люблю работать с камуфляжем, здесь я решила выбрать прозрачный, чтобы посмотреть, насколько прозрачным будет кончик. Отделяю фрагмент стекловолокна, прикладываю на ноготь, пропитываю материалом. И то, с чем я сталкиваюсь, материал плохо прилегает по бокам, начинает топорщиться. Давайте попробуем выполнить так, как в инструкции. Будем придерживать пинцетом по боковым стенкам материала и таким образом просушить. Конечно, в этом уже заключается неудобство. Да, тут нужно еще приноровиться, чтобы все это сделать. Прошу свою модель зафиксировать ручку, сама прижимаю боковые стенки, нажимаю на лампу и сверху лампы накрываю. Материал просох, теперь приступаю к следующему ногтю. Сделаем сначала везде подложки. Попробую так согнуть его, формируя арку, но это мало получается, потому что материал обратно возвращается. Здесь еще необходимо правильно отцентровать прикладываемый ноготок. Если фаланга третья уходит в сторону, то я должна правильно поставить эту форму.
Ну что ж, с подложками я достаточно быстро справилась, но все равно длина большая, поэтому если ваш клиент хочет короткие ногти, то придется срезать, либо подпиливать потом форму. И способ крепления, конечно, неудобный. Теперь я поняла преимущество обычного стекловолокна, так как обычные волокна так сильно не топорщатся, как эти шаблонные. Но продолжаем, посмотрим, что у нас из этого получится. Пропитываем свободный край прозрачным гелем. Для формирования арки после 30 секунд просушки ставлю прищепку ушками вниз. Так прищепка не будет так сильно сдавливать ноготь. И еще досушиваем 30 секунд. Я промазываю гелем, и ворсинки очень сильно лезут. Такое ощущение, будто я работаю не с каким-то специальным материалом для ногтей, а с обычной ватой. Тут, конечно, особо думать не надо, просто все промазываешь сверху, снизу, накладываешь материал. Это, наверное, для тех, кто любит посидеть, повозиться с материалом, потому что все-таки есть более простые способы, как можно смоделировать свободный край. Особенно если вы умеете подставлять формы обычные, то одна форма 1 минуту, а здесь у нас получается много лишних телодвижений. Но посмотрим, что у нас из этого получится, очень даже интересно. А больше всего интересно, как это все будет носиться. Ну, думаю, что проблем с ноской не будет. Все-таки материал аналогичный обычному стекловолокну. Этот материал скорее лучше подойдет для укрепления ногтей, для ремонта трещин, но не в качестве моделирования свободного края. Не забываю про внутреннюю сторону. Сразу 4 ногтя промазываю материалом. После просушки мы поняли, что длина все-таки длинная, поэтому сейчас я убираю при помощи аппарата. Опиливаю свободный край по форме миндаль и убираю ступеньку перехода между натуральным ногтем и материалом. То есть то, что изначально шаблончики были миндалевидной формы, никак мне по сути не помогло. Я также могла взять полоски, которые без шаблонов, их вырезать и приложить на ногти. Получается, одной пачки хватает на одного клиента. Оставшиеся ноготки ему не подходят, ну и навряд ли уже кому-то подойдут, потому что мы использовали основные размеры. Обезжириваю после опила ногти и выстраиваю моделирующий слой. Тонко промазываю весь ноготь, набираю каплю, ставлю на наивысшую точку, протягиваю, растягиваю материал по боковым сторонам. Для формирования архитектуры переворачиваю руку клиента. Могу помочь себе тонкой кистью. В тех местах, где меня немного не устраивает поверхность, я пройдусь пилкой. Вот наш результат. Ногти мы нарастили, но все оказалось куда сложнее, чем в инструкции с AliExpress. Необходимо было зафиксировать стекловолокно, держать пинцет, сверху накрывать лампы, вечно вылезали волосы. Все это доставляло много лишних действий и мороки. Для меня было бы проще поставить обычные бумажные формы, и результат бы получился, работа намного лучше. Несмотря что шаблоны оказались заранее подготовленные на форму миндаль, мне все равно пришлось укорачивать длину, самой опиливать. Получилась такая двойная работа.
Когда я приобретала данный материал, думала, что он мягкий и будет повторять форму натурального ногтя, но оказалось все наоборот, он очень жесткий, топорщился, его было трудно зафиксировать. Будет трудно не только мастерам, но и новичкам в работе с ним. Поэтому, конечно, не рассматриваем, гораздо проще научиться правильно моделировать ногти при помощи стандартных форм или верхних. Тем не менее, я считаю, что видео получилось познавательным, так как мне удалось сэкономить ваше время на тестирование данного материала. Вы уже будете знать все подводные камни и нюансы работы с ним. Напишите, что вы об этом думаете в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Всем успехов, пока-пока!